Роман был человеком, у которого практически все было. Отдельная квартира, замечательная работа, шикарная машина, ужин в ресторане, модные вещи. Вот только не было любви. Больше года назад он развелся с женой, с которой прожил 7 лет. В один прекрасный момент она ему сказала, что хочет жить только для себя. Никаких детей и семейной суеты. Она слишком хороша для обычной семейной жизни, а он для нее слишком прост и примитивен. Да, Роман всегда был правильным, любил честность и порядочность. Родители всегда гордились своим сыном. Вот только так получилось, что жили они далеко, в другом городе, и видеться удается нечасто. Уйдя с работы немного пораньше, он ехал домой, чтобы принять душ, а затем поехать поужинать в ресторан. Готовить не было никакого желания. Вдруг в голову пришла мысль: а что, если нарушить свои принципы, заехать купить какой-нибудь шаурмы, кока-колы и провести неправильный вечер? Подъехав к павильону, еще издали Роман увидел маленького мальчика, лет 5-6. Он сидел на фундаменте и размазывал слезы по щекам. У мужчины сжалось сердце. Выйдя из машины, он подошел к мальчику, присел перед ним на корточки. «Ты кто? Что ты здесь делаешь? Где твои родители?» «Я Егорка Лебедев. Я очень хочу есть, но у меня нет денег. А маму забрали в больницу, и я остался один. Мне страшно». «А где твой отец, Егорка?» «Не знаю. Мама говорила, что он ушел от нас, когда я только родился». «И сколько дней ты бродишь на улице?» «Второй день. Дяденька, у меня есть ключи, но я не могу войти в дом. Не достаю открыть. Спать приходится в подъезде. Холодно очень и кушать хочется». «Так, ладно, сейчас купим чего-нибудь и пойдем к тебе домой. Ты сможешь показать, где ты живешь?» «Да, я все знаю. Меня мама научила». Роман набрал разной еды, взял за руку мальчика и пошел к нему домой. Замок в двери был довольно высоко для мальчика, поэтому он не смог его открыть. Войдя в квартиру, Егорка сразу побежал на кухню и схватил хлеб и начал жевать. Роман поставил пакеты с едой на стол и сказал: «Давай так, ты сейчас хорошо умоешься и переоденешься в чистые вещи, а я пока приготовлю нам поесть». Егор кивнул и побежал в комнату. Затем с вещами пошел в ванну. Роман заглянул к нему, спросил, не нужна ли его помощь. Но мальчишка ответил по-взрослому, что он мужчина и должен справиться сам. Затем они сидели на кухне и ужинали. Роман переживал, что Егор хватает еду и, практически не пережевывая, глотает ее. Потихоньку мальчик наелся и стал засыпать прямо за столом. Роман взял его на руки и отнес в комнату, уложил на кровать и укрыл одеялом. Сам прошелся по квартире. Это была маленькая однокомнатная квартира, но, несмотря на свой размер, она была очень уютная, домашняя. На комоде стояли фотографии, на них молодая женщина с Егоркой. Она была очень симпатичная, с красивыми, правильными чертами лица. Немного походив по квартире, Рома задал себе вопрос: что я здесь делаю? Зачем мне все это? Потом посмотрел на спящего малыша и понял: он просто уже не сможет уйти. Погладив мальчика по голове, взял ключи и тихонько вышел из квартиры. Быстрым шагом дошел до своей машины и перегнал ее на свободное место у подъезда. Поднялся по ступенькам и вошел в квартиру. Егор крепко спал. Рома вернулся на кухню, убрал все со стола, разложил продукты в холодильнике. В коридоре обратил внимание на записную книжку у зеркала. Нашел и заварил себе кофе, взял книжку
и стал листать. Там были данные мамы Егора, словно написаны специально для него. Имя, фамилия, отчество, дата рождения, номер сотового телефона. Роман набрал номер, но абонент был недоступен. И тогда он стал обзванивать больницы и справочные, чтобы узнать, в какую больницу увезли Лебедеву Ирину. И нашел. Это была онкологическая клиника. Как-то на душе стало совсем нехорошо. Рома зашел в комнату, поправил одеяло у Егорки, сам прилег на диван и сразу провалился в сон. Когда открыл глаза, солнце уже заглядывало в окна. Егора в кровати не было. В комнату заглянула светлая голова. «Дядя, ты уже проснулся? А я сделала нам завтрак и чай нагрел». Рома умылся и пошел на кухню. Там лежали на тарелке криво нарезанные бутерброды. В тот момент мужчине показалось, что это самые вкусные бутерброды в мире. «Знаешь, Егорка, я вчера нашел, куда увезли твою маму. Я думаю, мы должны к ней поехать, чтобы она не переживала, и проведаем ее. А меня зови просто Роман. Договорились?» Егорка кивнул. Убрав со стола, они стали собираться. В больнице мужчины выяснили, в какой палате лежит Ирина. Натянув бахилы, они пошли к ней. Открыв дверь, Роман увидел изможденное лицо женщины с синяками под глазами. Увидев сына, ее глаза стали большими, и из них покатились градом слезы. «Сынок, родненький мой, я так за тебя переживала. Ты совсем один остался на улице. И как ты сюда попал? Кто этот дядя?» «Мамочка, это Роман. Он мой друг. Он очень хороший. Он вчера столько вкусного купил. Я так наелся и уснул. А он остался со мной». Ирина подняла глаза на Романа. «Кто вы? Спасибо вам за сына. Мне некого попросить о помощи. Я не знала, где мне его искать». «Ира, не надо нервничать. Пожалуйста, успокойтесь. Мы с Егором встретились случайно и сразу подружились. Вы не переживайте, я его не брошу. Он будет жить со мной. Лечитесь, а когда выйдете, он вернется к вам». Ирина заплакала и тихо, почти шепотом сказала: «Я отсюда не выйду. Это конец. Раз вы друг, я хочу попросить. В записной книжке есть адрес моего детдома, где я выросла, и данные директора. Если можно, после того, как я уйду, отвезите Егора туда. Я предупреждала директора, она в курсе всего. Это единственный близкий мне человек. Больше у меня никого нет». «Ира, я надеюсь, все изменится. Я сейчас поговорю с врачом, и мы что-нибудь придумаем». Ирина попробовала улыбнуться. Рома оставил мальчика с мамой, а сам пошел искать лечащего врача. «Мне порадовать вас нечем. Все очень запущено. Ей осталось в лучшем случае месяц, а может и меньше. Она сейчас полностью на обезболивающих. К сожалению, помочь мы уже не можем». «Доктор, я могу вас попросить. Я за все заплачу. Но можно перевести ее в отдельную палату и создать ей все условия, чтобы облегчить ее дни». «Хорошо, у нас есть такая палата. Но кто вы ей? Насколько я знаю, у нее никого нет. Я просто друг ее сына». Разведав, что можно есть Ирине, они с Егором поехали закупаться. Когда вернулись в больницу, Ирину уже перевели в отдельную палату. Она была просторной и светлой. В холодильник, который был в палате, они выгрузили соки, фрукты, а потом на столике перед кроватью развернули горячую еду. Превозмогая боль, Ирина немного поела, чтобы порадовать сына и его нового друга.
Она смотрела на Романа с уважением и болью и молила Бога, чтобы этот мужчина не бросил ее сына. Теперь будет кому отвезти его в детский дом. Каждый день Роман приезжал к Ирине, привозил красивые букеты цветов, рассказывал всякие смешные истории. Ирина даже повеселела. Рома объяснил, что вызвал к себе свою маму для помощи, чтоб Егор не оставался дома один. Прошло 3 недели. У Ирины появился румянец на щеках, и у Романа затеплилась надежда. Может, она выкарабкается. С надеждой он отправился к врачу, но тот даже не смотрел ему в глаза, только и смог сказать: «Она уходит». Роман не спал всю ночь, он не знал, что ему делать. Метался по комнате, потом сидел на кухне и пил кофе. Мама слышала, как мучается сын, а чем помочь не знала. Она сама за эти дни прикипела к маленькому мальчику. Утром она увидела, как сын прихорашивается перед зеркалом. Это ее очень удивило. «Сынок, ты куда такой нарядный собрался?» «Мама, я женюсь. Я долго думал и решил. Я Егору никто, значит, мне его не отдадут. А если я стану мужем Ирины, это будет другой разговор. Сейчас я поеду к другу. Ты же помнишь, он хороший адвокат. Все уточню, а затем к Ирине. А вы не скучайте и приготовьте праздничный ужин». Ира лежала и смотрела в потолок. В голове была только одна мысль: что ждет ее сына. Она понимала, что времени совсем не осталось и никого близких нет, кроме Романа. Да, Роман, какое доброе у него сердце, какой золотой человек и какой красивый. Но почему один? Вот такого бы отца ее Егорке, но так не бывает. Дверь открылась, и она увидела сияющее лицо Романа. В руках у него был огромный букет роз, а еще какая-то коробочка. Он подошел к кровати и встал на одно колено. «Ира, я столько всего передумал. Я не хочу отвозить Егора в детский дом. Я хочу, чтобы он остался со мной, если ты не против. Но я для него никто. Выходи за меня замуж. Я обо всем договорился. В коридоре ждет представитель ЗАГСа. Это единственный выход. Я стану твоим мужем и смогу добиться усыновления. Ты согласна?» Женщина смотрела на Романа, как на ангела. Ее душу переполняли эмоции. Господи, откуда берутся такие люди? У него огромное сердце, и он будет самым лучшим отцом для ее сына. «Да, конечно, я согласна». Вся церемония заняла не больше получаса. Роман, как положено, надел кольцо на палец своей жены. Затем поцеловал ее в щеку и пошел к доктору. «Доктор, скажите, а я могу ее забрать домой? Ведь кроме обезболивающих вы ей больше ничего не делаете. А уколы я умею делать сам, и мама моя за ней будет ухаживать. Пусть хоть пару дней поживет без больничных стен». «Хорошо, я распишу вам, как и что ей надо делать. Если будет совсем плохо, вызывайте скорую». Роман вернулся в палату и сказал: «Ну что, жена, мы едем домой. Хватит тут потолок рассматривать». Медсестра помогла одеться Ирине, усадив ее в кресло на колесах, и они поехали. Взяв Ирину на руки, чтобы посадить в машину, он почувствовал, что она практически ничего не весит. В ней едва теплится жизнь. Ему хотелось прижать ее к себе и вдохнуть хоть немного жизни в ее тело. К сожалению, это было невозможно. Вечером в их квартире был большой праздничный ужин по поводу женитьбы.
Егор прыгал по квартире от счастья. Мама была рядом, и его лучший друг, и бабушка Лена, которая ему так нравилась. Ночью Роман почти не спал, сидел рядом с Ирой. Она то плакала, то стонала. Он делал ей укол, и она засыпала. Утром мама кормила ее завтраком, а потом Егора и Романа. Так было еще 5 дней. А потом сердце Ирины не выдержало боли. Роману казалось, что ушла часть его души, словно он потерял близкого родного человека. У могилы стояли двое – мужчина и маленький мальчик. Сзади стояли родители Романа и его друзья. Роман держал малыша за руку, словно боялся выпустить ее. Егор поднял на него глаза. «Рома, мне мама сказала, что ты мой папа, что ты нашелся. Это правда? Ты теперь всегда будешь со мной и никогда не уйдешь, как мама». Роман присел перед сыном на корточки и крепко прижал его к себе. «Да, сынок, я нашелся и всегда буду с тобой. А мама, она не ушла. Она всегда будет с тобой, смотреть на тебя с неба и останется в твоем сердечке. Она всегда будет с нами». Егор крепко обнял Романа за шею и прижался к нему. Потом повернулся и, глядя на фотографию мамы, сказал: «Мамочка, ты не переживай, папа нашелся, и мы всегда будем с ним вместе. А я буду смотреть за ним и за бабушкой, и дедушкой. Ты только приходи ко мне почаще, а я буду рассказывать, как мы живем. Я тебя очень-очень люблю. И папу». Он погладил своей детской рукой мамино фото и взял Романа за руку, а по щекам взрослого мужчины текли слезы. Так кардинально изменилась жизнь Романа. Теперь у него появился смысл и человек, ради которого надо жить, ведь он обещал своей жене вырастить сына как самого родного. Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания.